Друзья, всем привет! Вы на канале Мото Санчо, и сегодня мы с вами продолжим работать с моей Honda FRV. И начнем с хорошей новости. Техосмотр я прошел. Мне поставили отметку, и я теперь могу легально, юридически ездить. Но есть несколько замечаний, которые хотелось бы устранить. И главное, пожалуй, из них это замечание по работе тормозной системы. По верхней границе, по пределу у меня разница срабатывания правой и левой стороны. Причем спереди слабее срабатывает право, а сзади слабее срабатывает лево. То есть одна диагональ завоздушена, где-то попал в воздух, и я его сегодня планирую выгнать. Значит, будем заниматься прокачкой. Практически на всех Хондах последовательность прокачки тормозов одинаковая. Переднее левое колесо, переднее правое, заднее правое и заканчиваем задним левым. Начинаем лево перед, и оно как раз тормозит хорошо. Но, думаю, несколько циклов прокачки не помешает, чтобы обновить тормозную жидкость в шлангах, в трубках и в суппортах. Ну и первым делом нам необходимо получить доступ к штуцерам прокачки тормозов. Я отсюда его даже вижу, но работать с ним будет крайне неудобно. Попробую сейчас вывернуть колеса в крайнее правое положение. Может быть, получится достать. Запускаем двигатель, чтобы у нас заработал гидроусилитель. Выворачиваем до упора вправо. Смотрим. Ну, как бы, да, я достаю до штуцера, но я не вижу его и не вижу, что там происходит. А нам необходимо контролировать выход тормозной жидкости и наличие в ней пузырей воздуха. Значит, все-таки будем снимать колесо. Отпустил колесные гайки, поддомкратил машину под рычаг. Снимаем колесо и укладываем под порог во избежание. Снимаем колпачок с штуцера прокачки тормозов. И здесь нам понадобится прозрачный шланг. Достаточно будет и 30 сантиметров, но я купил сегодня метр в хозяйственном магазине. Также возьмем емкость для сбора старой тормозной жидкости и ключ на 10, которым будем этот штуцер отворачивать. Сначала одеваю ключ, его накидной частью, чтобы не сорвать грани, не испортить. Затем шланг и другой его конец отправляем в бутылку. Можно для удобства в крышке сделать отверстие. Следующий шаг. Открываем капот и находим под ним расширительный бачок тормозной системы. Смотрим, какой у нас уровень тормозной жидкости. Видим, он по максимуму. И рядом ставим банку с тормозухой для доливки, поскольку если всю тормозную жидкость мы из бачка выкачаем и захватим воздух, это будет самое неприятное. Придется по новой прокачивать всю систему, полностью выгоняя эти пузыри. И, наконец, сам процесс прокачки. Я думаю, многие знают, как это делается, но на всякий случай еще разок проговорю. Желательно делать прокачку вдвоем. Один человек садится за руль и нажимает на педаль тормоза. Раз, два, три. Фиксирует ее в нажатом положении и говорит: «Держу». В этот момент второй человек отпускает штуцер. И мы видим, что тормозная жидкость пошла. В какой-то момент она останавливается. И мы кричим: «Качай!».
ваш ассистент снова накачивает давление, и вы снова отпускаете штуцер. Опять побежала тормозуха. Ну, чистая идет, без пузырей. И давайте еще разок. Качай. Раз, два, три. И сливаем. Отлично. С этой стороной закончили. Переходим на правую. Собрал всю нашу систему на правой стороне. И здесь повторяем весь цикл прокачки. Качай. Стравливаем. Качай. Видно, как идет тормозная жидкость, пока без пузырей. Качай. Еще. И еще разок. Ну вот объективно я не вижу здесь пузырей воздуха. Если бы они были, что-то бы уже пошло, что-то бы мы уже увидели. Может быть, в районе заднего суппорта где-то спрятался. Я сейчас за кадром соберу это колесо, прокачаю зад право и переберемся к проблемному участку, заднему левому колесу. Не забываем по мере того, как наполняется емкость для сбора старой тормозной жидкости, доливать новую в бачок. А здесь рядышком расположен расширительный бачок гидравлической системы выжима сцепления. И видите разницу в цвете? Жидкость туда заливается одна и та же, но кажется, в сцеплении ее никто никогда не менял. Надо будет тоже этим заняться, но это тема для отдельного видео. И вот, наконец, задний левый суппорт. На сегодня финальный в нашем цикле прокачки. Качаем. Пошла жижа. Еще качай. Ну и что я скажу, здесь тоже не видно пузырей. Еще качаем. Либо все пузыри где-то спрятались очень далеко в трубках, либо я не знаю. Еще качай. Еще качай. У этой трубки довольно большое сечение. И вот метр от штуцера до бутылки — это практически расстояние от суппорта до капота, поскольку тормозные трубочки, они металлические, довольно тоненькие. Качай. Так и не увидел я здесь пузырей воздуха. На этом, пожалуй, на сегодня закончим. Ну, немного грязной тормозухи прокачали. Давайте проконтролируем, что же у нас получилось. Ручник, кстати, отлично отработал. Помните, мы его подтягивали, регулировали. Замечательно, без вопросов. Ну а теперь тормоза. Я не знаю, вряд ли получится почувствовать какую-то неравномерность срабатывания. Ведь сзади одно колесо тормозит хорошо и спереди. И другие колеса тоже дотормаживают, просто чуть позднее, чуть медленнее. В финале этого видео я хотел бы выразить огромную благодарность за помощь моей жене Танюшке. Она участвовала, активно нажимала на педаль тормоза. А теперь вопрос к специалистам. Ребят, если не воздух в тормозной магистрали, то что может быть причиной
неравномерности диагоналей тормозов между собой. Ломаю голову, больше ничего не приходит на ум. Может быть, вы что-нибудь подскажете. А на этом у меня все. Всем спасибо, всем счастливо и всем пока.